Легко пропускать женщин и детей! Назад! В этом эпизоде киноэпопеи освобождения Юрия Озерова советские солдаты, рискуя жизнями, спасают жителей немецкой столицы. На станциях подземки люди прятались от обстрелов. Но теперь, в минуты агонии Третьего рейха, Гитлер решил унести с собой в могилу как можно больше жертв и приказал затопить берлинское метро. А ну из вагона! Капитана Буниятова, который 1 мая 1945 года вылавливал из воды обезумевших от страха детей и стариков, эти события ошеломили и потрясли. А ведь его, командира штрафной роты, казалось, уже ничем не удивить. Это программа «Легенды армии» и я, Александр Маршал. В самом начале войны к 18-летнему лейтенанту Зие Буниятову пристала цыганка. Как это обычно бывает, красавчик, дай погадаю. И, взяв юношу за ладонь, она предсказала ему тяжелую и огненную дорогу. Сказала, что из страшного пламени Зия выйдет живым, взойдет на гору и увидит звезду, которая в дальнейшем осветит весь его путь. Комсомолец Буниятов тогда отмахнулся от назойливой цыганки, но ее слова почему-то прочно засели в голове. Весной 1945 года командир отдельной штрафной роты капитан Зия Буниятов не только дошел до Берлина живым, но и получил звание Героя Советского Союза. Не удержимся мы на том берегу, погибнем. Погибнете, но удержитесь. И сколько надо погибать? Сутки. В телевизионном сериале «Штрафбат» командир штрафной бригады получает приказ форсировать реку, выбить укрепившихся на другом берегу немцев и держаться до прихода основных сил. И генерал, и разжалованный майор Твердохлебов понимают, им придется воевать в самом пекле, откуда вернуться живыми шансов немного. Хотел бы я знать, сколько нас останется после захвата плацдарма. Захватишь и узнаешь. Думаю, не узнаю. В январе 1945 года, накануне Висло-Одерской операции, командир отдельной штрафной роты Зия Буниятов получил похожий приказ. Знаменитая Висло-Одерская операция маршала Жукова. Очень тяжелая, очень большая по потерям. И Буниятову достался такой приказ. Перейти со своей штрафной ротой в районе реки Пилица. Там река, мост. Мост был заминирован немцами, и он охранялся. Задача была не дать немцам разрушить мост, занять плацдарм и продержаться 2 часа до подхода основных сил. Штрафные части должны были обеспечить стремительное продвижение Красной армии от Вислы до Одера. Именно им предстояло прорывать глубоко эшелонированную оборону противника в самых трудных местах. Командование придавало предстоящей операции особое значение. И за 2 дня до начала наступления всех командиров штрафных рот и батальонов Первого Белорусского фронта собрал у себя в штабе командующий маршал Жуков. В общем, он каждому из нас отдельное задание было. И все это было сказано, что это разработка генерального штаба, и лично верховный главнокомандующий одобрил вот эти операции. Ну, у нас сразу появились крылья, конечно. Ясно, ясно. По документам, в январе 1945-го Зие Буниятову было 23 года. На самом деле 21. Юноше так сильно хотелось поступить в военное училище, что он прибавил себе 2 года. О военной карьере Зия мечтал с самого детства. Хотел быть как отец. Отец у меня был в Петербурге, учился одно время, объездил пол Европы. И, значит, до революции в России, именно в России, до революции,
Он был послан в Тегеран. В Иране Буниятов-старший служил военным переводчиком в полку казачьей дивизии атамана Ляхова. После Первой мировой войны вернулся на родину в Азербайджан. Отец возвращался, значит, и по дороге, это романтика того времени, он украл мою маму. Отец у нас был азербайджанец, мама русская. Отец дома говорил по-русски. Мама с ним разговаривала по-азербайджански. По азербайджанской линии у Зии в предках были шейхи. Это духовные учителя Востока, которые в данном случае обосновались в Азербайджане. Именно поэтому, скажем, Коран был одной из книг, которая почитался у отца Буниятова. Отец с детства учил Зию арабскому языку и заразил своим интересом к истории. В школе мальчик учился блестяще, однако его дневник, в котором всегда красовались пятерки, неизменно портил неуд по поведению. То, изучая раздел электричества по физике, Зия отключил свет во всей школе, то, проводя химические опыты, устроил пожар в кабинете химии. Если драка, Буниятов всегда в зачинщиках. Родным Зия признавался, в нем будто бес сидит, который так и тянет его геройствовать. Однако бравада и лихость, которые в школе превратили его в злостного хулигана, помогли Буниятову стать одним из лучших спортсменов в родном городе, в городе Геочкай. Зия занимался в кружке Осавиахима, имел значок «Ворошиловский стрелок» и, конечно же, как и все мальчишки того времени, мечтал стать летчиком. 30-е годы – это такой, если не культ, то близко к этому. Культ военных. Страна находится во враждебном окружении, и военные тогда занимали очень высокое положение в обществе. Особенно ценились летчики. И вот как раз Зия сначала хотел стать летчиком. В летное училище высокого плечистого парня медкомиссия не пропустила. «Подходящие сапоги твоего размера не найду», – мотивировал свой отказ врач. Зие пришлось поступать в Бакинское пехотное училище. После окончания учебы в мае 1941 года лейтенант Буниятов был направлен к месту службы в Бессарабию, в небольшой город Бендеры. Как он пишет, «Я встретил войну через час после ее начала, когда лежал в окопе, а рядом взорвалась бомба от сброшенного юнкерса, которая присыпала окоп землей». То есть на войне он фактически с первого же дня. Вот он вспоминает этот день ужасно, что это было, как бы не готовились к войне, пережить этот момент. Это очень тяжело и морально, и во всех отношениях. Когда рядом с тобой гибнет боец или друг, с которым ты рядом разговаривал. С началом войны в 18-летнем лейтенанте как будто бес проснулся. Не боясь смерти, он рвался в бой. Слух исчезает. То есть ты прекращаешь слышать, ничего не слышишь. И видишь, что перед тобой разрывы, что люди туда-сюда, но ты ни черта не слышишь. И все это внутри у тебя нацелено одно, вот ты должен сделать это, понимаете? Если не сделаешь, то ты развалишься сам на куски, на части. Командир полка хоть и благодарил за храбрость и сноровку, но делал Буниятову выговоры за бесшабашность, учил беречь себя и своих солдат. Конечно, характер был абсолютно отважный. Не боялся ничего, никого и никогда. Вот. Но при этом он старался как-то это все делать разумно, чтобы его части не несли лишних потерь, чтобы было все сделано грамотно и не в ущерб общему делу. С началом боевых действий стрелковая часть, которой командовал лейтенант Буниятов, оказалась в составе 9-й армии. И почти весь июль 1941 года обороняла Бендеры. Когда угроза окружения немцами стала явной, командир полка вручил Буниятову боевое знамя и приказал сохранить его во что бы то ни стало. Вот этот эпизод, он известен, и он стал основой ряда сюжетов и в художественной литературе «Спасение Зией Мусаевичем боевого знамени». Он обматывает его вокруг своего торса и сверху надевает гимнастерку. Выходит из окружения с боями тяжело, выходит к нашим частям, ну а окруженцы – это же прежде всего проверка, как ты там оказался в окружении.
И спасло Буньятова только то, что уже когда фактически его силы оставили, он расстегнул гимнастерку и вынул оттуда знамя. После выхода из окружения Буньятов был назначен командиром роты 1-го гвардейского стрелкового батальона 9-й гвардейской бригады Закавказского фронта. Летом 1942 года немцы рвались на Кавказ. Главная цель Южного фронта по замыслу Гитлера – захватить нефтяные районы и выйти к Баку. Зия Буньятов участвовал в боях за Моздок и Туапсе. О подвигах отчаянного офицера писали в газетах. Как писала газета «Красная звезда» в то время, капитан Буньятов проявляет чудеса отваги. Его сравнивают с таким хитрым тигром, который может все, что угодно. Буньятов, как командир, очень хороший. Он заботится о своих бойцах. И он объясняет каждому бойцу то, что он должен делать. В начале января 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление. 18-я десантная армия, в составе которой воевала рота Буньятова, наступала на Туапсинском направлении. Однажды, во время разведки, группа Буньятова наткнулась на немецкие танки. Зия лично подбил головной танк, обратив остальных в бегство, за что был награжден орденом Красной Звезды. В одном из боев командиру роты Зие Буньятову было приказано форсировать реку и на противоположном берегу захватить огневой рубеж. Когда, отбив несколько атак, его рота заняла высоту, с неба их начали бомбить юнкерсы. Взрывная волна подбросила Буньятова и с силой ударила головой о камни. Получив тяжелую контузию, он свалился во вражеский окоп прямо на немецкого солдата. Тот был старше и сильнее. В завязавшейся драке Буньятову никак не удавалось высвободиться из его цепких рук. Отчаявшись, он откусил немцу ухо. Враг разжал руки, Зия выхватил нож и убил его. Когда командир Буньятов очнулся, в госпитале, узнал, что его рота смогла удержать высоту, а сам он награжден медалью за отвагу. В боях за Кавказ Зия Буньятов был дважды ранен и контужен. Первый осколок из ноги ему извлекли спустя 30 лет, а второй, засевший в затылке, до конца жизни не давал покоя. Зию Мусаевича все знали, что он ходит в этой сманке. Вот здесь где-то, вот фотография последних дней его, он в этой шапочке. Почему он ее носил? Потому что осколок в голове вызывал головные боли, и голова должна была быть в тепле. И как-то мы уже привыкли, что без этой шапки мы его даже и не мыслили. После лечения Зия Буньятов вновь вернулся на передовую и тут же угодил под трибунал. Он серьезно повздорил с командиром. Буньятов не любил рассказывать о случившемся тогда. Однако после инцидента его отправили в штрафную часть, которые активно начали формироваться в 1942 году. Это было сложное время. Наступательные операции под Харьковом и в Крыму закончились катастрофой. Врагу был отдан Донбасс. Неудачи привели к тому, что в начале лета 1942 года Красная армия была вынуждена отступать к Волге и Каспию. В это время немцы начали наступление на Сталинград, то есть везде складывалась тяжелая обстановка, и начали появляться признаки массового дезертирства. И нужно было вот это все остановить. 28 июля 1942 года появился приказ Народного комиссара обороны СССР Сталина под номером 227, неофициально известный как «Ни шагу назад». Это был не просто призыв к дисциплине и стойкости. Война требовала жестких мер. И там была знаменитая формулировка: отступление без приказа командира – это измена Родины. Все изменники стреляются на месте. Согласно приказу 227, командиров, отступавших без команды, полагалось снимать с должностей и отдавать под суд военного трибунала. Для виновных в дезертирстве создавались штрафные роты и батальоны. Приказом предписывалось военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами создавать во фронтах от 1 до 3 штрафных батальонов, по 800 человек в каждом, куда направлять
средний и старший командный, политический и начальствующий состав, которые проявили трусость и неустойчивость. Обвинить Зию Буниятова в трусости было невозможно. Но приказом НКО СССР номер 413, который вышел в августе 1943 года, разрешалось направлять в штрафные подразделения также и военнослужащих за нарушение дисциплины и просто отбывающих наказание за уголовные преступления. Штрафники стремились кровью искупить свою вину. Потом это были в основном опытные воины, многие офицеры, там, сержанты. И, естественно, имея опыт, пройдя соответствующую подготовку, они знали, что вот совершив отличие, значит, будешь избавлен от... Они шли, ну, как бы сказать, в атаку напористо, решительно. И, естественно, немцы, как и штурмовые отряды, и, они боялись. И даже когда они узнавали, что против них будет действовать какая-то штрафная рота, то уже принимали какие-то меры, чтобы как-то себя обезопасить. Давай, фраера! Порвем фрицу глотку! Штрафников направляли на самые трудные участки, чтобы, как говорилось тогда, дать им возможность искупить свои преступления перед Родиной кровью. Вот есть замечательная песня Владимира Высоцкого, горячо мною любимого, «В порыв идут штрафные батальоны». Вот Владимир Семенович очень точно угадал главный, что ли, нерв, как всегда он угадывал, этой проблемы – порыв. То есть штрафники – это части прорыва. Осенью 1943 года штрафной батальон, в котором воевал Зия Буниятов, форсировал Днепр. Господи, я сам это видел. Что вы? Ведь рыбы глушеной меньше было, чем человеческих тел. Левый берег Днепра пологий, а это такой высокий, правый, ну, до 100 метров. Однако Буниятову повезло. Его батальон выполнил задачу, а сам он выжил. Ему вернули офицерское звание, но оставили в штрафбате, уже в качестве командира. Ну а чего ты, Антип Петрович, боишься? Что твои блатари разбегутся после первого боя? Во-во, того и боюсь. Они и до первого боя могут когти рвануть. По сюжету сериала «Штрафбат» командир батальона штрафник Твердохлебов назначает ротным вора в законе. Однако такая вольность создателей сериала вызвала волну критики. На самом деле командовали штрафниками только кадровые офицеры. Командирами штрафных подразделений назначались кадровые военные, не разжалованные. То есть это было даже не понижение, а скорее наоборот, некоторое поощрение. Конечно, риска было много и больше. Но в тех же документах нормативных, в том числе в положении о штрафном батальоне и штрафной роте, четко говорится о том, что командовать могут только самые опытные, самые стойкие и самые грамотные офицеры. Именно таких туда и направляли. Именно таким и был Зия Мусаевич. У командира отдельной штрафной роты Буниятова среди подчиненных оказалось немало уголовников. Свои многолетние сроки в лагерях они меняли на пребывание в штрафной роте от 1 до 3 месяцев. Была директива Берии, Народного комиссара внутренних дел СССР того времени, совместная, о том, что из лагерей на фронт могут направляться осужденные, которые изъявят желание кровью искупить свое преступление. Естественно, речь не шла о совсем тяжелых преступлениях, но вот, так сказать, средней тяжести это было. Конечно, когда я пришел туда, я думал, как это меня встретят. Так на меня скептически смотрели, что за фраер пожаловал. Посмотрим, какой ты будешь там. Ну, в первом же бою я, в общем-то, понравился этим солдатам, потому что я в атаку шел вместе с ними. В общем, не прятался, а это основное мерило.
Адъютантом у 19-летнего капитана Буниятова был 40-летний Василий Ламзин из Красноярска. Огромного роста, бывалый рецидивист, мотавший не один срок за грабежи. Почти 20 лет он не видел родных. И когда появилась возможность, попросился на побывку домой. Хоть на час успеть обнять мать. Буниятов его отпустил, несмотря на то, что начальство строго предупредило: сбежит, будешь отвечать. Но Ламзин вернулся в часть и со слезами рассказывал, как вся деревня ахнула, увидев вместо отпетого преступника Васьки подтянутого мужчину в военной форме и с оружием. Вместе с Буниятовым его адъютант-штрафник Ламзин дошел до Берлина. Отважнее и преданнее бойца у ЗИИ не было. Если командир хотел действительно и выжить, и достичь цели своей боевой операции, он обращался со своими солдатами как надо, то есть по-суворски. Именно так и обращался Буниятов. В боевых характеристиках того времени отмечали мужество и стойкость командира штрафной роты Буниятова. Воодушевляя бойцов своим примером, он был всегда впереди своих штрафников. Даже помню, как он это сказал. Он повернулся и сказал: ты можешь себе представить, что должен сделать 20-летний азербайджанский паренек, чтобы мужики, русские мужики, сказали «во». Ничего не может быть сильнее личного примера. А тем более, если там были взрослые и видели, что молодой лейтенант бежит вперед, то, конечно, я думаю, что ни один мужик бы не позволил себе остаться в окопе. Наступление фронта началось с короткой, но мощной артподготовкой в течение 25 минут. Январь 1945 года. Войска Первого Белорусского фронта перешли в наступление с двух плацдармов – Пулавского и Магнушевского. Накануне главного боя для командиров штрафных рот и батальонов командующий Жуков устроил совещание, а потом небольшой банкет. Ну, говорит, ладно, теперь вы пройдите там, отдохните. Мы там поднабрались от радости, то, что с нами Георгий Константинович запросто беседовал, и от имени Иосифа Виссарионовича такие каждому нам персональные задания были даны. Ну, мы, так сказать, для нас уже ничего, никакого врага не существовало. Перед Буниятовым и его штрафной ротой стояла задача захватить и удержать мост через реку Пилица. Немцы ждали момента, когда на мост войдут советские танки, чтобы взорвать переправу вместе с техникой. 80-метровый мост был заминирован. Нужно было любой ценой избежать подрыва и дать танкам переправиться. То есть продержаться 2,5 часа. 150 минут. А там дальше, с другой стороны моста, было 3 линии немецких окопов. Соответственно, с колючей проволокой, со всеми этими делами. И вот задача была эти линии миновать, при этом сделав так, чтобы немцы это не поняли, и чтобы они не начали бомбить авиацией мост. Задача тяжелейшая. Рота наступала в темноте. Бесшумно сняли часовых. Чтобы не привлекать внимание в рукопашную, бойцы уничтожили весь личный состав батареи, оборонявший мост, не дав его взорвать. Пытаясь выбить штрафников, немцы бросили на них пехоту и 4 танка. С воздуха позицию роты Буниятова бомбила немецкая авиация. Но ни вернуть себе мост, ни подорвать его противнику так и не удалось. И вот эти 2 часа Буниятов выиграл. Как раз до подхода основных сил. Вот это и было то, что называется подвиг Буниятова. Беспримерной по тяжести военной обстановки на передовом плацдарме, без поддержки артиллерии, замечу, поддержки не было, вот продержаться 2,5 часа. Через 2,5 часа к переправе прорвались советские танки. В результате операции в окружении оказались остатки 3 немецких дивизий, а войска Первого Белорусского вышли на оперативный простор в междуречье Вислы и Одера и вскоре приблизились к Берлину на расстоянии около 90 километров. Штрафники выполнили задачу. Но какой ценой? Из 670 бойцов в живых остались 47. Заслугу, как отмечал в представлении к званию Героя Советского Союза Буниятова командир 126-й
стрелковой дивизии генерал Фирсов состояла в том, что Буниатов, капитан, он был капитаном, умело командовал этой ротой, сам проявлял мужество, героизм и, соответственно, бойцы. Такого слова, пожалуй, не найти, что такое была для него звезда героя. Самое дорогое, самое ценное, даже бесценное – это была звезда. И даже до последнего дня, если он когда-то куда-то звонил, уже даже когда не было Советского Союза, он прежде всего говорил: «С вами говорит герой Советского Союза». Я его не видел без этой звезды. Но эта звезда – это не просто как регалия. Для него это был символ этой войны. И он всегда, всю жизнь помнил и понимал, что он эту звезду заслужил. И заслужил своим подвигом, своим мужеством, вот, теми страшными, видимо, событиями, через которые ему пришлось пройти. А я думаю, что он видел много страшного на этой войне, но он не очень любил об этом рассказывать. Но абсолютно точно это вот, память об этой войне, память о своих сослуживцах, друзьях, боевых товарищах. Для него это было очень много значило. В апреле 1945 года Буниятов получил второй орден Красного Знамени за героизм, проявленный в ходе взятия Зиеловских высот. Позже участвовал в штурме Берлина. Из 700 штрафников роты Буниятова, прорывавшейся с боями к Селесскому вокзалу, в живых осталось только 7. Зия выжил. Цыганка оказалась права. В День Победы, вне себя от радости, Буниятов палил в дымное небо Берлина. Я видел, как у него загорались глаза 9 мая. Он, знаете, что делал? Он всегда флаг Азербайджана, Советского Союза был тогда. Он, значит, на балконе у него было это, он обязательно выставлял флаг. Еще целый год после окончания войны Зия Буниятов находился в Берлине. Исполнял обязанности помощника коменданта района Панков. Советские военнослужащие помогали вчерашним врагам налаживать мирную жизнь. Есть такая картина «Взятие Рейхстага». И вот этот момент у него все время, эта картиночка, она стоит у него на столе. Ему дорого было это все, Берлин. И самое главное еще было сожаление и жалость к гражданскому населению. Как им восстанавливаться и как приходить в себя после содеянного, а есть и были те, кто и не виновен был в этом. Спустя годы Зие Буниятову немецкие власти присвоили звание почетного гражданина района Панков. В марте 1975 года его пригласили в Берлин на празднование 30-летия со дня окончания войны. Во время экскурсий по городу в памяти оживали гнетущие воспоминания. А у станции метро, где в мае 1945-го Буниятов спасал мирных жителей, он неожиданно для сопровождающих потерял сознание. И вдруг при входе вниз уже совсем, да, говорит, вдруг он прислонился к стене и вдруг сползал вдоль стены. Мы бросились к нему. Он, когда в себя пришел, он говорит: я слышу крики. Крики тех людей, которых немцы сами же топили своих. Они открыли шлюзы, значит, в метро. Они сами же своих топили, чтобы русские не могли ничего сделать, да. Затапливали метро. Он говорит, пока в себя пришел, говорит, я, говорит, не могу туда спуститься. После окончания войны перед героем Советского Союза Буниятовым открывалась блестящая военная карьера. Однако Зия решил уйти из армии, объясняя окружающим, что он устал от войны. После войны он приехал в тот город, где жили мы. Приехал, мама говорит, господи, высыпали все, и маленькие, и большие, а он высокий, худющий, говорит. И говорит, какая-то, говорит, на нем это именно печать человека, прошедший фронт, эту страшная, именно горнило войны, как говорят. Говорит, на нем, говорит, какая-то как будто печать была на лице, говорит, чересчур серьезная. Пройдя с пехотой пол Европы, Зия Буниятов загорелся мечтой открыть для себя страны Востока. И поступил на отделение арабистики в Московский институт востоковедения. Интерес к истории своей родины, он, в общем, был составной частью того самого патриотизма, который есть настоящий патриотизм. И он стал заниматься историей Хорезма, историей Азербайджана как раз периода средних веков. Суровый парень в военной форме со звездой героя на груди сразу покорил всех студенток.
Но Зия никого не видел, кроме первокурсницы Тагиры. Заговорить с девушкой герой-орденоносец не решался несколько месяцев, пока она сама не сделала первый шаг. В мае 47-го они расписались и вышли из ЗАГСа на колхозной площади у Красных ворот и остановились. Ни у него, ни у нее не было ни копейки в кармане. И они пешком шли до своего института. Это было их первое свадебное путешествие. После окончания института и аспирантуры МГУ Зия Буниятов вместе с женой и маленьким сыном Джамилем вернулся на родину, в Азербайджан. Долгие годы он работал в Баку в Институте востоковедения. Академик Буниятов известен своими многочисленными научными трудами по средневековой истории Азербайджана. То, что он сделал для средневековой истории Азербайджана, то, что он оживил многие источники, которые на арабском или других языках, и которые передают нам историю наших народов, это его большой вклад. Это прежде всего человек, который стал систематически разрабатывать арабские источники как основную базу для изучения, источниковедческую базу для изучения истории Азербайджана и всего Кавказа. И не только Кавказа, а вообще мусульманского мира. В послевоенной жизни Зия Буниятов продолжал оставаться непримиримым и бескомпромиссным. Говорил то, во что верил, восставал против несправедливости. В 1953 году, благодаря заступничеству Буниятова, будущего писателя Юлиана Семенова не стали исключать из комсомола и института за то, что его родственник проходил по так называемому делу врачей. Такой преданной дружбы, которую привил Юлиан Семенов по отношению к нему, я думаю, больше ни у кого не было. И он здесь рассказал об этом случае, как Зия ворвался в эту аудиторию, вышел на сцену и сказал, что кого вы судите. Сын за отца не в ответе. Я герой Советского Союза. Я ручаюсь за него, что талантливейший студент, дайте ему будущее. Он, ничего не боясь, ничего не остерегаясь, он вставал. И все, что считал нужным, он говорил, Зия Мусаевич. Это было связано именно с честностью, с благородством, с прямолинейностью его характера. Он сам говорил, что у меня спина прямая, она никогда не гнется. 21 февраля 1997 года, когда 73-летний академик Зия Буниятов возвращался вечером домой, он был убит в подъезде собственного дома. Преступники и мотивы убийства до сих пор остаются неизвестными. Посмотрите на руку, она сжата. Он всегда оставался бойцом. Этот человек не дрогнул даже, когда на него напали, потому что он знал, что двери открыты, и наверху стоит его жена. Его голос даже не изменился. Он только сказал, что вы, ребята, зная, что при малейшем другом она бы спустилась, и ее бы тоже не было в живых. Врачи сказали, говорит, странно, говорит, он умер без капли страха. У него кровь не свернулась. Вспоминая о войне, Зия Буниятов рассказывал, что самое страшное – подняться в атаку. Ощущение, как будто ты врос в землю и пытаешься слиться с ней, спасаясь от пуль, но потом сжимаешь зубы, упираешься руками о край окопа и выскакиваешь вперед. У многих штрафников было правило: если встал, уже не ложишься. Ведь не знаешь, хватит ли у тебя смелости подняться под пули во второй раз. Вот почему штрафники ходили в атаку во весь рост. Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники. Досаду с болью пополам.
Сполна нам жизнь дала испить, и шли по минным, по полям, чтоб кровью глупости скупить. От трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И, сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат. В недавнем прошлом капитан, и вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В изрытый бомбами плацдарм. Как много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких бед. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В изрытый бомбами плацдарм, где офицерский лег штрафбат. В изрытый бомбами плацдарм,